попал в Наринскую область, и там в селе, и там они кушали только мясо. Там даже лапши не было. Узнал, что монастыри, когда поют, они же не... Это не, что они что-то запомнили и передают, да? Они рассказывают, что видят, да, что у них есть этот казачик. Антропологи, они как адвокаты выступают этих коренных народов. Я занимаюсь маршрутниками, ни одного русского и ни одного в Бишкеке, без Бишкека. Да? Они все из других областей. Ты едешь на этой маршрутке и видишь, что у человека очень много денег, да, потому что у них эти банкноты, да, постоянно. Водители одной линии, они как одна команда. Это вот твоего другого водителя, другой линии, у него тоже есть семья, ему тоже надо хлеб. То есть вот как институция этнография, как раздел науки. Насколько это колониально? У нас где-то выше 2 миллиона беженцев из Украины, в том числе и дети, которым надо было пойти в школу. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Одеколон». Здравствуй, Камиль. Здравствуй. У тебя прекрасный русский. Да, чуть такой кирявый, но постараюсь, по крайней мере. Нет, в этом есть свой шарм этого акцента. Но это также такой деколониальный акцент, да, что мы можем общаться на русском, который, по моему мнению, он уже не только России принадлежит, да, или давно он уже не русским только принадлежит, он какое-то мировое... Расскажи про себя, представься. Я этнограф, культурный антрополог с Warszawskiego университета. Я занимаюсь социальными трансформациями на постсоветском пространстве. Интересно. А почему именно на постсоветском пространстве? Ты сам выбрал эту сферу? Да, я сам выбрал. Но это такая история еще в средней школе. Я первый раз, при каком-то случае я поехал в Беларусь. И просто так влюбился в людей, да, не в какую-то девушку или там партикулярного человека, а просто в людей, да, и мне показалось это очень интересным. Это было еще 90-е годы, но тогда уже была большая разница между Польшей и Белоруссией, да. Но мне показался этот народ очень гостеприимным, таком еще как-то настоящем. И я потом решил, потому что узнал, что в Warszawskim университете есть институт этнологии, называется, и что у них группы ездят на восток, от нас на восток называется, да. И да, я туда поступил, и потом ездил в Молдавию, там свой бакалавриат про Молдавию написал. Потом по обмену студентов, это так интересно, потому что еще существовали старые социалистические договора о культурном обмене между Польшей и Кыргызстаном. Да? И мы этим с группой студентов с Warszawskiego университета, мы этим пользовались. Как раз, мне кажется, Оскар Акаев, он приехал в Польшу, что-то там, какие-то бумажки подписали, такие, ничего это не обозначало, но мы этим пользовались. И нам получилось на полгода в 2005 году сюда приехать, в Бишкек. Да, и как это было? Это было очень интересно. Очень интересно так побывать подольше. Я в первый раз в 2003 сюда приехал, но это так на 2 месяца. А потом на это полгода. Это было очень интересно. И как раз это тулипановая революция случилась, когда Акаев был свергнут. Да. Ну и так я на свою магистратуру про Кыргызстан написал. Что ты там писал? Про эпос Манас. Да. Ты его прочитал? Я его, это такая болезненная тема, потому что я киргизский, но я пытаюсь выучить, но я на самом деле его не знаю, да, беру уроки, да, стараюсь.
Но я на русском его читал. Но я с такой точки зрения, во-первых, как он существует среди людей, мазары, да, как святые места, и как про монастырь. Еще сумел встретиться с одним из великих монастырей. И это произвело на меня большое впечатление. Как это было? Расскажи немножко про это воспоминание. Но это было так, что я с другом попал в деревню на Иссыкуле, потому что нам сказали, там живет такой дедушка. Мы не знали, как к великому известному человеку мы попадаем. Да? И это были какие-то студенты, он нас так сверху к нам относился, но и спел до нас. Это было где-то 40 минут, может быть, как он пел. И я не понимал, да, потому что он, конечно, на кыргызском. Но это было что-то вообще мощного. Потому что я понимал, он был такой из жестов, да, из такой силы, которая через этого старика шла. Я понимал сюжет, да, по именам, но он тоже очень такой пластичный был. И для меня это было вообще, такой самый, наверное, сильный этнографический опыт. Потому что я понял, я встретился с таким Гомером, да, который когда-то Ильяду и пел. А здесь он, сидит человек. И для меня это было такое впечатление, как будто он не сам пел. Или этот миф, это большое сказание через него шло. Он, конечно, как создавал, да, потому что потом еще узнал, что монастырь, когда поют, они же это не, что они что-то запомнили и передают, да, они рассказывают, что видят, да, что у них есть этот казачик, да, и просто, они как посредники между... Да, медиаторы такие. Как медиаторы. Ну вот и так. И это, ты знаешь, еще такой сюжет, что он назывался Шаабай Азизов. Год потом, в 2004 он умер, да. И такое для меня, что он уже раньше был записан, он был уже известен, да, и по нему издавались даже варианты эпоса. Но что у меня он есть на кассетнике. То есть он даже записан? Да, что есть у меня фото его, да, это есть такой-то документ. Да, действительно, это очень, кажется, важный, уникальный опыт. А как ты думаешь, вообще вот этот институт этнографии, то есть не тот институт, который в Варшавском университете, а в целом, то есть вот как институция этнография, как раздел науки, насколько это колониально, если ты понимаешь, о чем я? Ну, знаешь, это всегда как ты пользуешься чем-то, да? Так как деньги, например. Они же нейтральные, они не хорошие или плохие. Согласна. Да? Это зависит, как человек этим пользуется. Да? И, конечно, этнография или антропология. Да? Этнография — это метод науки, который называется культурная антропология, или там в Великой Британии социальная антропология. Она тоже так может. Любым знанием ты можешь в хорошем, да, положительно пользоваться. Но и тоже в плохих намерениях это редко, я бы сказал. Потому что бывает, что ты что-то узнаешь, напишешь, да, и кто-то из этого возьмет. Да, это уже как будто не зависит от тебя. Но правда, что я согласен с тобой, что в истории антропологии, да, был такой колониальный период, когда антропологи этих больших империй, да, европейских, они узнавали, может быть, тоже опять такие, что без плохих намерений, да, они изучали культуру, но их знания, их работы были употреблены как орудие контроля. Потому что когда ты что-то узнаешь, как работает какое-то общество, какие там иерархии, какие там ценности, у тебя есть орудие
влияния, если у тебя есть сила, чтобы это делать. Да? Но в общем я бы не сказал, что антропология и этот метод, этнография это какой-то колониальный проект. Наоборот, скорее всего, и это так сегодня работает, я надеюсь, что так в большинстве, да, как моих коллег. Но антропологи, они как адвокаты выступают этих коренных народов в разных точках мира, да, потому что они приходят обычно с каких-то институций, у которых есть побольше возможностей влияния, да. Они хотят этим, может, они не богатые, но у них есть этот культурный капитал, которым они могут воспользоваться, да, написать, в СМИ пойти, интервью дать, провозгласить, да. И обычно, да, теперь антропологи очень часто вовлечены в правоохрану? Правозащиту прав народных народов. Например, собственность земли. Это большая тема, да? Да, конечно. А ты сейчас приехал в Кыргызстан по работе? Да, я по работе приехал. У меня проект про миграционные потоки в Кыргызстане. Вовнутри Кыргызстана, значит, как люди из сел, с гор переезжают, спускаются в города, да? Как это меняет облик городов, этих, в основном Бишкека и Аша. И как кыргызстанцы, да, уезжают, в основном в Россию, да, и как эти потоки работают, как они меняются с времени. Тебе было бы комфортно поделиться каким-то из инсайтов своей работы, если это не спойлер? Например, это так в течение я так задумался, да, что я могу. Да, конечно, это большая работа, ее сложно кратко что-то рассказать, но, может быть, есть какие-то моменты, которыми интересно поделиться. Мне, например, интересно узнать. Со стороны какие-то вещи тоже, наверное, четче виднее. Да, у меня так задумался, потому что я делаю теперь 3 разные сюжеты. Говори первый попавшийся в голову. Ага. Первый, который я теперь делаю, он может показаться таким, не знаю, довольно интересным. Это может быть мелочь. Я занимаюсь маршруткерами, как говорится. Я езжу с ними от конечной до конечной. Да? И много с ними общаюсь. Это там интересно, потому что там ни одного русского и ни одного в Бишкеке без Бишкека. Да? Они все из других областей. Это не факт, что все на русском говорят. Я на русском, но там отдельные слова на кыргызском. Ты имеешь в виду водителей, да? Водителей, да. Водители маршруток. Водителей маршруток, да. И вот мне интересно, как они работают, как они поддерживают свои семьи, потому что это такая тонкая тема, да. Ты едешь на этой маршрутке и видишь, что у человека очень много денег, да, потому что у них эти банкноты, да, постоянно. Но на самом деле у них тоже очень много затрат есть, да. Я смотрю, как они... Как много они работают, как они узнают этот город, что они говорят про движение, и узнаю их истории. А потом я пошел тоже в мэрию, там, в это отделение общественного транспорта, или как называется, и смотрю, сколько у них ресурсов, сколько у них линий, да, и сопоставляю этот опыт водителей, опыт тоже пассажиров, да, потому что это такая тема, что все пользуются, или многие ненавидят этого, да, потому что они такие очень насыщенные, там, да, там некомфортно. Да.
И смотрю, как это меняется. Так? Потому что общественный транспорт — это как будто кровотечение города. Да? Надо же перемещаться, передвигать. Да? И это отражается. Там, у тебя как будто автобусы, троллейбусы, трамваи. И это на маршрутках. И через эти истории я смотрю, как меняется город и как меняется общество. Да, это интересно. Мне кажется, водитель маршруток действительно очень много всего в разных смыслах великолепного могут рассказать, потому что действительно такой поток людей проходит, и это постоянное перемещение по городу, как будто бы одни и те же маршруты, но между тем это и разное время года, да, и разная погода, и разная, наверное, социальная и политическая обстановка в городе в том числе. Вот, и еще отношения между ними, да, потому Конечно. что водители одной линии, они как одна команда, да, как сообщество. И вроде бы, ну, там между линиями есть, конечно, конкуренция. Если у тебя там, они пересекаются, да, по трассе, да, и из этого они так иногда гонят, да, и у них есть эти рации или там коммуникаторы, и там где ты, как там, а за тобой едет, смотри, да, и там такие вещи. И что ты первая приедешь на остановку, больше людей наберешь. Но с другой стороны, там есть ценности. И это, да, как этнографа, такие тонкости очень интересны. Это опять, знаешь, какую ты пользу или какими ты ценностями ведешься. Да? Например, есть верующие мусульмане, которые говорят, это так гонить, соревновать нельзя. Потому что это Всевышний тебе дает. Если у него воля такая, чтобы ты заработала и поддержала свою семью, он тебе это даст, он тебе пассажиров найдет. Да? И так нельзя с ними, потому что это вот твоего другого водителя, другой линии, у него тоже есть семья, ему тоже надо хлеб, да, купить. Это во-первых. Во-вторых, например, я участвовал, как видел, у них есть, оказывается, лига футбольная. И они там один раз в месяц встречаются, и у них есть турнир. Да? Там сбрасываются на какой-то призы, и там водители, это одно или там 100-й, а это 101-й, а там соревнуют. И они мне сказали, что это для них важно, чтобы узнать друг друга, да? И чтобы друг друга считать человеком. Это какие-то чуть ли не... Они несут, как будто бы сами исполняют функцию профсоюза, да? Можно так сказать. Одну из, по крайней мере. Потом, но и потом ты уже по-другому относишься к этому человеку на улице. Да? Он тебе попросит, дай мне поменять полосу. Пожалуйста, я тебе впускаю. Да? Это уже другие. Но так это считается, извне это так очень иногда агрессивно. Да? Но с другой стороны, они тоже так как будто уважают друг друга. И такие вещи для меня интересны. Потому что по такому западному мнению или такой экономии западной, они должны соревновать. И только соревновать, чтобы каждый хочет заработать больше. Но и раз у тебя есть ценности, раз у тебя есть уважение к этому другому человеку, ты тоже знаешь, это меняет. Но такие вещи, да. Да, скажем так, не совсем очевидные. Или, по крайней мере, которые не бросаются в глаза. Так, при первом пересечении. Да, интересно. А какими-нибудь еще странами, кроме Кыргызстана, ты занимаешься в своей научной деятельности? Ну да, я в Молдавию ездил, потом в Кыргызстан, потом в России, в Сибири жил, в Красноярске, и потом еще в Дагестан два раза ездил. А так я еще занимаюсь Украиной. Особенно в последнее время я делал такие проекты уже в Польше, эдукационные. В смысле, потому что у нас где-то выше 2 миллиона беженцев из Украины. И они, очень внезапно, неожиданно для всех,
тоже, приехали, но в том числе и дети, которым надо было пойти в школу, да. И польские школы открылись, начиная с февраля 22 года. И там сотни тысяч этих учеников из Украины В чем эти образовательные проекты заключаются? Но это были более, я извиняюсь, это не образовательные, это социологические проекты, да. Мы узнавали, это уже второй такой раунд был, как эти школьники находят себя, как к ним учителя относятся, как их пытаются вовлечь в эдукационный процесс, какие у них отношения с польскими детьми, какие у них переживания, проблемы, как они учат язык польский и не учат, потому что для ребенка это огромная перемена, очень часто травма. И даже ты... Особенно учитывая контекст, да, то есть это не какая-нибудь не переезд там. Но это по неволе, да, да, это по неволе. Но и для польского общества это большая перемена, потому что после Второй мировой войны, благодаря Сталину и благодаря Гитлеру, мы стали мононациональной страной. Да? Это никогда в истории до сих пор не было так, потому что всегда... У Польши. До сих пор, еще там до 18 века, когда еще Речь Посполита существовала, она являлась многонациональной, многорелигиозной страной. Да? Но после Второй мировой войны это всегда всех из-за геноцида евреев, за Голокауста, из-за переселений сталинских, что украинцев переселили в Украину новую, а поляков из Украины, из Литвы, Беларуси переселили в Польшу, мы стали мононациональной страной. И теперь то, что связано уже, эта миграция из Беларуси, из Украины, она появилась раньше, уже в Украине это с 2014 года, но после войны она просто вспихнулась, да, и что теперь миллионы людей, которые, они не поляки, да, и ты слышишь украинский или русский, скорее всего русский, потому что беженцы, они в основном с юга и с востока Украины, но ты слышишь это каждый день на улице. Это необычно для нас, да, и нам тоже надо выстроить какие-то схемы, да, как вовлекать, как интегрировать мигрантов. Ну и вообще, как всем друг с другом комфортно сосуществовать в новых условиях, которых никто не ожидал, к которым никто еще пока не привык. Да, понимаю. Можно я вернусь к твоему исследованию собственно, миграционных потоков Кыргызстана? Ты упомянул трудовые потоки в Россию. Насколько... Есть ли какие-то тенденции, что эта трудовая миграция в Россию, она начинает уменьшаться? Есть такие данные, но я пока еще еле-еле начинаю, если честно, заниматься этой темой. Последний год, 22-й, являлся первым в истории постсоветской России, когда меньше людей приехало в страну, да, чем уехало за страны. Значит, больше людей уехало из страны. И это такой толчок, да. Да, но и теперь я пытаюсь понять, насколько эта война и условия и социальные, и политические в России влияют на эти потоки. Возвращаются ли кыргызстанцы из России или нет? На самом деле, насколько я знаю, да, есть такие, которые возвращаются. Но там, скорее всего, как я слышу, может, это не так, там влияет на это слабый рубль. Да, что просто ты как меньше зарабатываешь там, у тебя меньше, так покупная способность здесь, или ты меньше денег можешь реально послать своей семье. Да? Вот так. А как вообще, насколько сильно эта устойчивая трудовая миграция как явление в Россию, насколько это меняет, я не знаю, какую-то культурную ткань
кыргызстанского общества? Ну, это очень интересный вопрос, потому что, да, конечно, эти люди, это большая диаспора, да, говорится о миллионе людей, кыргызстанцев, да, которые живут в России, они под влиянием, но это вот уже дискурса, да, официального политического дискурса, они посылают там детей в школу, и они подвергаются этой же пропаганде, и ну, скорее, имеют двойное гражданство или не имеют, но, скорее всего, считаются гражданами уже России, чем Кыргызстана. Но с другой стороны, я еще в своих исследованиях пораньше, я узнавал, что это тоже может быть наоборот. Да? Например, узнал такой пример женщины, которая начала говорить на кыргызском или начала учить кыргызский только в Сибири. Да? Она приехала с Кыргызстана, не знала кыргызского языка. Приехала, попала в диаспору, да, и начала говорить на кыргызском. Потому что этническая идентичность, это такая интересная штука, да, которая ты понимаешь, кто ты в таком этническом, национальном плане, когда ты встречаешься с другим. Да? Пока ты живешь в своей среде, ты не замечаешь, что ты, я не знаю, такой-то, саха, да, поляк, русский или кто там еще, да. Просто все такие, да. Но когда ты встречаешься с другим, который там по-разному говорит, по-разному выглядит, ты понимаешь, да, есть какие-то разницы. И эта женщина, она осознала себя кыргызской только в России, потому что раньше не было такой нужды, как будто, да. А что насчет тебя? Ты много работаешь с вот так называемыми другими, да? Это объект твоей работы. И получается, ты часто вот по рабочим вопросам путешествуешь надолго, на несколько месяцев, на полгода. Как поменялось ли, ощущаешь ли ты свою национальную идентичность как-то иначе? Да, я ощущаю это. Но я никогда не считал себя таким, не знаю, 100% поляком. Да? Но таких чистокровных поляков тоже не бывает. Да? И тоже довольно поздно я узнал, что я вообще не чистокровный поляк, что там, например, у меня там стакан крови немецкой есть. Да? Но да, ты ощущаешь, что ты с одного места происходишь, и что у тебя есть такое какое-то мировоззрение. Но дело в том, и в этом суть, по-моему, этнографии или антропологии, чтобы понять другого. Да? Что означает понять другого? Это понять основы, с которых идет чье-то мишление, мировоззрение, язык. Да? Мы видим свет, мир через наши языка. Да? И ты как культура, но она есть какие-то там принципы у нее, да, она очень динамичная, но ты пытаешься понять более целостно, почему человек так ведется или так думает, да, и ты пытаешься понять целое окружение. И почему я об этом говорю? Потому что всегда эти путешествия для меня или разговоры с другими, да, это просто становится... Я чувствую, что я как-то богачею, да, что я богатым становлюсь. Но не в каком-то материальном плане. У нас, у нас учителя или там преподаватели, конечно, немного зарабатывают, да, как и в Кыргызстане или в России. Но я богаче становлюсь чьим-то опытом, да. И я вижу, не знаю, может, я стандартный поляк или нестандартный поляк, но я намного больше знаю, чем люди, у которых этого опыта же нет. А что вообще в Польше знают про Кыргызстан?
Да, немного знают про Кыргызстан, но хотят теперь Кыргызстан становиться популярнее для туризма. Да, поляки обожают бродить по горам, и я вижу, что такой, ну, может, не поток, да, но есть такой интерес. И поляки обожают ездить в страны, которые еще такие, но не так сильно популярны, где не массового туризма, да. И я вижу, что да, Кыргызстан, да, как довольно есть на этой карте, да, польского поляка сегодня. Но, конечно, есть такие, которые да, изучают Центральную Азию, да, или изучают историю Российской империи, да, и тогда Кыргызстан, да, и он есть, потому что поляки попадали в Центральную Азию уже давно, там как ссыльные или из-за работы, да, часто добровольно. То есть люди, скорее всего, либо не знают про существование Кыргызстана, либо знают Кыргызстан больше как невероятную природу, да, куда можно поехать, например, хайкать. И это пока что еще не какой-то массовый туризм. Я думаю, что это тоже вопрос времени. Либо это больше люди, которые занимаются уже исследовательской работой по Центральной Азии. Да, но есть, конечно, тоже бизнесмены. Да, да, конечно. Аж встретился с двумя предпринимателями из Польши, которые уголь покупали. Да. Уголь? Да, уголь. Уголь, чтобы продавать его в Польше. Это очень странно, но да. Потому что это очень далеко, и грузоперевозки стоят какие-то бешеные деньги, но они это делали, значит, это имеет смысл. Да? Такие связи, конечно, тоже есть. Да? Да. А ты много путешествовал по Кыргызстану? Ну да, как в каждой области я был, да. Как поляк ты объездил горы? Да. И как? Замечательно, да. Есть ли у тебя какое-то любимое место в Кыргызстане? Ага. Я бы сказал, да, горы над Иссыкулом, юг Иссыкула, да. А можно я задам тебе, наверное, такой немножко личный вопрос? Что тебя больше всего тянет в Кыргызстан возвращаться, помимо работы, если что-то есть? Есть ли что-то такое вот в Кыргызстане, в кыргызстанском обществе конкретное, к чему, не знаю, там прикипело, может быть, сердце или что-нибудь такое? Или это just business? Нет, это не бизнес. Ну, это я имею в виду, что работа. Это работа, но это нет. Ну, это не вопрос денег вообще. Не, понятно, да. Ну да, скорее всего, как я начал говорить, это люди, да. Это очень открытые люди, но совсем иногда по-другому думающие, да. Но это мне очень интересно узнавать, да, про историю, про культуру Кыргызстана, про разные национальности, да, про разные, да, ну, вещи, да, это, ну, так, не знаю, но ты как-то тяжело мне так точный ответ тебе дать. Все нормально, я засчитываю твой ответ. Так, ну, понятно. В целом, мне кажется, действительно изучать... Мне так просто не нравится, знаешь, честно, это слово «изучать какой-то народ». Наверное, поэтому у меня есть какое-то, не сказать, что отторжение, а некоторое двойственное чувство к этнографии как науке. То есть я понимаю, что исторически так сложилось, и с этим мы уже ничего не поделаем. Мы живем в постколониальном мире, да, и нельзя стереть... Ну, то есть просто это уже данность, что есть университеты, которые были, не знаю, запущены, начали работать сильно раньше, скажем так. У них есть какой-то свой опыт, капитал самый разный.
и они занимаются этнографией. Но я просто вот думаю, ведь народы и культуры — это такая сложная штука, и так тяжело ее разложить по полочкам на какие-то пазлы, составляющие, которые бы сказали, вот теперь, ну то есть посмотрев на которые, можно сказать, о, вот теперь я там знаю все там об этом народе или об этом народе. Кажется, как будто бы особенно чем более другой является эта культура и этот народ, как, например, ну, я не знаю, Германия и Кыргызстан, да, скажем, или, ну, вот возьмем любые народы, которые мало друг с другом соприкасались, далеко друг от друга находятся и все в этом духе, как будто бы кажется, что этнографией может заниматься более объективно человек из этого народа, или это наоборот сложнее? Есть ли такой вообще дискурс, такое вот обсуждение в кругах людей, которые занимаются этнографией и исследованиями? Конечно, есть, да. Я бы сказал, это очень хороший комментарий, спасибо. Я бы сказал, что этнография или антропология, она являлась всегда впереди такого методологического сознания собственной дисциплины. И у нас в истории дисциплины было очень много разных... Ой, я ничего не поняла с того, что ты только что сказал. Это было как-то довольно-таки сложно. Мы узнаем, да, антропологи узнают или сознательно знают, что мы, это называется на английском positionality. Не знаю, как на русском. Позициональность, наверное. Позициональность, да. Что такое позициональность? Ты, как поляк, приезжаешь в совсем другую среду, например, да, и ты должна, полька, да, и ты должна сознательно знать об этом, что ты приносишь с собой, какие стереотипы, да? Какие твои ограничения. Как, например, ты как исследователь, да, ученый, ты влияешь на сферу, которую ты изучаешь. И это совсем другая вещь, потому что если ты делаешь какой-то эксперимент в лаборатории, ты никак не влияешь на эту материю, да, которую ты изучаешь. Ты объективна. Да. Но здесь ты субъективно. Ты даже меняешь людей, с которыми ты говоришь, которых ты изучаешь. Хорошо? Да, потому что они что-то задаешь вопрос, а они что-то так, я не задумывался над этим. Ты что-то уже поменяла в этой реальности. И это очень динамично. Да? И у нас было очень много таких разных кризисов, когда в истории дисциплины, когда оказывалось, что кто-то плохо отразил, или что-то у кого какие-то предрассудки, да, переубедились, и вообще, то, что получилось, как итоги исследования, какие-то вообще ошибочные, да, с которыми бы эти коренные народы, или кто там, не знаю, там, поляки, к которым там иностранный ученый приехал, вообще не согласились, да. Из-за этого мы пытаемся так выстроить наши методологию, да, и так, чтобы более уважительно относиться к людям, да, потому что любые социальные науки, они же не могут быть объективны, потому что люди — это не объект, и народ — это не объект. Соответственно, это всегда что-то субъективное, а человек, как бы, это всегда продукт своего социума, эпохи, да, культуры, в которой он вырос. В том числе какого-то, это, наверное, уже мой контекст пропагандического какого-то нарратива. То есть когда государство, например, транслирует какие-то штуки, вещи, я не знаю, тоже стереотипы или предрассудки. Вот. И поэтому, да, классно услышать, что эта дискуссия, она есть. Она есть. И была, я бы еще сказал, почему общественные науки, этнографы или кто там еще нужны. Они служат как переводчики, культурные переводчики, да? Потому что ты спросила, что поляки знают про Кыргызстан. Да, немного, да, но есть такие, я еще вспомнил, это будет такая дигрессия, да, оказывается, у нас в Варшаве есть ипподром, гонки на конях, и там джокеи, оказывается, одни кыргызы, да?
Потому что они родились уже в этом седле, да, они конечно. самые лучшие, и там всех уже польских джокеев они выпихнули оттуда, потому что они лучше. И такие бывают островы, да. Ну, что я хотел сказать. Но иногда там слышим по новостях, да, что там президент поехал на парад 9 мая, да. Ну, и все считают, ну, хорошо, значит, все кыргызстанцы за Россией, да. Но потом ты да, человек едешь и думаешь, видишь, что все это не так просто. Да, ну хорошо, президент поехал, но это не обозначает, что все кыргызстанцы поддерживают, да, Россию в этой войне. И в том твоя роль, чтобы, ну, какие-то показывать нюансы, да. И знаешь, для меня смысл моей работы это не то, что я там напишу, подведу какие-то итоги, или я лично узнал, я больше знаю. Нет, смысл моей работы, я серьезно это говорю, это преподавание студентам. Да? Я потом иду и рассказываю, я показываю, да? Я объясняю. И в том числе я думаю, что это самое лучшее, что я могу делать, чтобы люди... Как бы рассказывать о мире. Да, рассказывать про мир в такой необычный способ. Потому что со СМИ ты получаешь новости, которые, во-первых, они... Есть всегда какой-то агенда, да, на бэкстейдже у них. Да. Во-первых. Во-вторых, это всегда какая-то геополитика, да, но которая так, только косвенно или вообще не касается обычного человека. Обычный человек живет чем-то другим. Да. Но я пытаюсь, да, рассказывать не только студентам, или тоже в разных программах, да, подкаст, как и вот этот, про Кыргызстан или про другие страны, но в другой способ, да, другим образом. Камиль, а ты упомянул, что ты учишь кыргызский язык. Насколько он для тебя другой? Мне вот всегда было интересно, как изучают люди тюркские языки. Наверное, это должно быть очень сложно, да? Потому что другая какая-то парадигма вообще, архитектура языка, все другое. Это все другое, да. Мы польский это как славянский язык, да. Нам легче, например, русский выучить, намного легче. Ну да, мне довольно сложно это показывается, это сложно, но тем более, что я его на русском учу, да. Это не так. А нет преподавания кыргызского, например, на английском? Ну да, но это тоже для меня иностранный язык, да? Да, понятно. И это так ты объясняешь чужое через чужое, да? Так. Такой сломанный телефон. Да. И там так, это не посредственно, да? Это так двойное посредство. Но мне нравится, я стремлюсь, да. У меня есть опыт в университете, когда я училась, моим первым иностранным языком был арабский, и я тогда для себя вообще, мне кажется, я поняла, во-первых, я узнала, что я ничего по-настоящему не знаю, ничего про людей, которые так или иначе говорят на арабском языке, и про их страны, и про их культуры, кроме горстки там каких-то культурных образов, не всегда репрезентативных и правдивых, стереотипов там, и так далее и тому подобное. И через язык то, как, например, строятся предложения, да, где какие слова стоят, какие есть... Иногда там есть какие-то слова, которых нет ни в одном из языков, которые я знаю. И это тоже как-то отображает культуру. В общем, изучение языка действительно потрясающим образом приближает и как-то помогает понять культуру. Давай, закругляясь, я задам тебе такой вопрос. Как тебе кыргызская кухня? Она должна ужасно отличаться от польской, верно? То есть это должен был быть тоже своего рода культурный шок, да? Попробовать настолько другую еду, непривычную.
Ну да. Я тоже, если честно, я как-то не различаю, что является четко кыргызской кухней, а что является уйгурской или узбекской кухней. Потому что эти паттерны культурные, они все, ну, они динамичные, да, и как есть много взаимствований здесь. Ну да, это интересно. Ну да, должен сказать, что да, я помню, как раз попал в Нарынскую область. И там в селе, и там они кушали только мясо. Там даже лапши не было. Да? Ну просто я после недели так я скучал по помидорам, да. Ну не знаю, может какой-то был единственный опыт, почему-то так сложилось. Но они по-настоящему там считалось только мясо, да. Ну я, конечно, кушаю мясо, да, я этнограф, но это был уже перегиб для меня, да. Да, я слышу некоторый надрыв в твоем голосе от того, что ты неделю 3 раза в день ел только мясо. Ну да. А мясо кого? Ну, баранину, конечно. Да. Ну, в общем, мне нравится. Я с удовольствием пробую разные вещи и новые, как сказать... Опыты? Ну, опыт, да. Вкусы, хотел сказать. Поняла. Что ты будешь делать сегодня вечером, куда ты пойдешь? Здесь, в Бишкеке, если это не секрет. Нет, на это у меня есть своя работа, ничего интересного. Понятно. Ну, хорошо, ладно, надеюсь, тебе еще удастся поработать и не сильно устать. Может быть, погулять по вечернему Бишкеку. Да, я это с удовольствием делаю, да. Здесь Спасибо. Такая ночная жизнь. Спасибо за разговор. Тебе тоже спасибо за приглашение.